Всем привет! Мы снова в Владивостоке. У нас два автомобиля Honda Stream. Сейчас приехали в город Артем. Машины у нас здесь находятся. Сейчас их заберем, поедем во Владивосток, погуляем, заедем на китайский рынок, сделаем там еще дела по автомобилям. Надо резину поменять, масло поменять. И уже завтра днем снимем обзор на автомобили, расскажем, что с ними сделали, что сколько стоило и так далее. Всем доброе утро. Выезжаем. Первый день сегодня. Лицо не очень. На чем едем? Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts.
проехали низководный мост. Туман, красоты не видно. Ну что, Михаил, как вы вообще настроены? Первый свой перегон. Хорошо настроен. Хорошо настроен? Да. Заряжен. Заряжен на победу? Да. Я заряжен 100%. Заряжен. Ничего не видать. Остановились в таком живописном местечке. Есть беседка такая, можно остановиться, покушать, передохнуть. Вообще, конечно, с Владивостока ехать, если везде останавливаться, то ехать очень долго придется. Очень много таких красивых местечек. Нифига, какая большая рыба плавает. Ну, большая, конечно, относительно остальных. Задний ход есть у нее. Так, ну а теперь обзор небольшой на машины. Оба комплектации у них XZ. Это как RSZ. Но они идут на 15-х колесах. У них шильдиков нет, получается, RSZ-овских. Руль у них идет резиновый, но фары как на RSZ, стопори как на RSZ и салон как на RSZ. То есть, в принципе, купив литье и руль, в общем-то, можно сделать RSZ из XZ. А RSZ, они очень дорого торгуются. То есть у этих пробеги у черного 110 с копейками, у серого 130. Купили их, получается, черный вышел 925, но он пришел с комплектом литья, и сейчас за литье таможню берут 12 тысяч рублей. То есть он обошелся в итоге 913 плюс литье 12, 925. А серый обошелся 950. А RSZ с такими же пробегами даже за 1 150 000 продавались такие в не очень хорошем состоянии. Ну, нет смысла, по крайней мере, для людей, которые заказали вот эти автомобили, для них не было смысла переплачивать такие деньги. Начнем с черного. Черный пришел на пятнашках, уже купили на него семнашки родные, купили их за 23 тысячи. На одном диске вот такая вот глубокая бордюрочка. Остальные все диски нормальные. Вот. А целые диски, самые дешевые, находили за 38. В принципе, в общем плане даже и не видно этой бордюрки, поэтому ничего страшного.
Вот, машины пришли, салоны грязные, как частенько бывает, машина не новая. Вот еще удивительный факт. Здесь пробег 113 и руль вообще выширканный в мясо. Но здесь человек все равно хотел ставить черный, поэтому, кожаный, поэтому в принципе пофигу. Вот, но сидушки в очень хорошем состоянии. По комплектации из кнопок тут только туманки. Все, больше никаких изысков, так сказать. Серый. На серого мы поставили летние колеса с черного пятнашки. По салону тоже салон грязноватый. Сидушка, как обычно, вот здесь боковина просиженная. Но это 1500-2000 решается вопрос. Главное, что сама тряпка всегда у них, она такая износостойкая, в хорошем состоянии. И руль. Руль вообще как новый. Но, конечно, японцы тоже люди, они могли его поменять. Поэтому здесь, как говорится, не факт, что он родной. По комплектации здесь уже у нас подогрев зоны дворников, ВСА, система курсовой устойчивости и антибукс. Тут, туманки здесь тоже выведены. Так, и обогрев зеркал. Вот, в общем, остальное магнитола родная, так сказать, совершенно бесполезная в наших условиях. Но и здесь сильнее покоцанный вот этот пластик, который на дверях, в черном поменьше. При том, что у черного оценка 3,5 пала, аукцион хондовский, а здесь оценка 4 балла, аукцион USS. На нем были еще коцаны бампера. Бампера мы покрасили еще в Владивостоке, пока машина нас там ждала. По салону сзади тоже сидушки в хорошем состоянии. Вот лежит комплект колес, она на зиме пришла на липучке. Трансформируется все, получается, в ровный пол. В принципе, если бы я был более предусмотрительный, как некоторые, можно было матрасик надувной и спать, потому что, скорее всего, сейчас в гостиницах мест очень мало, потому что туристический сезон уже начался. Заехали в кафе «Транзит», поели. 803 рубля на двоих. Вкусно, недорого. Но будьте готовы к тому, что здесь вам улыбаться не будут. Большая штуковина. Сейчас попробую на нее залезть. Я смог. Так, посмотрим, что там. Секвентальная коробка передач.
Ну, экскаватор что-то неохотой лезть. Это у нас Лучегорский угольный разрез. Перед Лучегорском налево стоит здесь БелАЗ и экскаватор. Михаил спрашивает, почему у него ест больше бензина. Но все дело в том, что он ведь совершенно неопытный в этом деле, перегонщик. Все дело в том, что, смотрите, вот аэродинамика. Просто делаешь вот так и все. Нюхает. Операция проверка масла. Что там у нас? Есть масло? Очень точно есть. Это уже полдела. Что по уровню? Да, верхний. Верхний уровень. Нормально. Хорош. Так, ну хорошо, а то мы заезжали, когда масло менять во Владивостоке. Нам сказали, что он 0,20 будет подъедать. Там мастер, который все знает про стримы. Везде есть такие мастера, которые все знают про ваш автомобиль. Именно такой у него был. Он на нем 300 тысяч проездил примерно. По горам, по лесам. Все про него знает. Three, two, one. Спасибо. Вы любите меня. Вы действительно любите меня.
Второй день. Вот такой с утра подарочек. Гостиницу вчера не нашли. Пришлось вот в таком местечке остановиться. Живописно. Красиво. Да не, нормально. Просто поднамусорено. Не очень хорошо. По колесу было ожидаемо. Вчера оно начало спускать. Я его подкачал. И мы поехали искать монтажку. Потому что очевидно было, что оно будет спускать дальше. Насос в машине был, но оказалось, что он не работает. Там почему-то провода на нем были все оголенные. А мы вчера в потемках не заметили, когда его включали. И в итоге выбило предохранитель. Этот он вечно довольный. Иди ищи насос. Я пошел. Ситуация вчера была. Возле кафе у Коляна стоим, ждем кого-нибудь с насосом. Подъезжают две машины. Свежий фрит и еще какой-то микроавтобусик. Я спрашиваю у них насос. И один говорит: у тебя же есть тому, кто на фриде ехал. Он говорит: да нет, вроде нету. Ну, короче, фрит у него был свежий, у него по-любому там был насос. Ну, по крайней мере, он не знал точно. Он просто не захотел идти за этим насосом. Либо, может быть, ему жалко было его открывать, потому что он был новый в упаковке. Обычно на этих машинах они там никто ими не пользуется. Вот такая вот помощь. Как к фуристу подошел, он уже уезжал. Он пошел, вытащил, размотал этот шланг, включил его, накачал на колесо и сказал: счастливого пути, ребята. Мы уехали, а он остался сматывать, убирать этот шланг, только потом ехать дальше. Есть над чем задуматься. Ладно, будем искать насос. Надыбали насосик. Надыбали, да. Надыбали. Все, сейчас полетим искать шиномонтажечку. Будем надеяться, что они тоже так же рано просыпаются. Проехали мы вчера 1400, по-моему, километров. Стеллу проехали. Новобурейск проехали и проехали еще километров 150, наверное. Ладно, едем дальше. Только увидел, на какой циферке вчера остановились. Не знаю, что это значит. Но это определенно что-то значит. Если бы я знал, что это значит. Но я не знаю, что это значит. Контент подъехал. Мишаня механик личный. Оторвалась защита. Там, где меняли масло, то ли клипсы он забыл, не все вставил, то ли поломал их и вставил так, как есть. Короче, защита отвалилась. С собой ничего нету, пытаемся на пакетики свернули привязать. Якутский движ.
4400 номер. Но нам по стечению обстоятельств достался за 3700. В самой Чите. Декабрист гостиница называется. По трассе ничего не было свободного. Пришлось ехать глубоко в город. Доброе утро. У нас сегодня получается третий день перегона. Вчера проехали еще 1600. Остановились в Чите. Сейчас позавтракаем в какой-нибудь кафешке и в путь. Хотим остановиться на Байкале, поэтому сегодня проезжать много километров не требуется. Только где-то, наверное, до максимум до Байкальска. Вообще, конечно, по-хорошему гостинице нужно заказывать, бронировать номера заранее. Желательно что-нибудь в районе обеда, с утра. Но такое дело, что здесь дорога такая, не очень предсказуемая. И даже в обед мы, честно говоря, думали, что мы до Читы не доедем. Поэтому такое непонятно, как с этим быть. Но с гостиницами летом совсем тяжко. Остановились вкусить дары местной кухни. Михаил очень хотел попробовать бузы здешние. Как я уже в прошлом видео говорил, мне здесь не очень понравилось. Не то, что здесь, а бузы в принципе не очень зашли. Но сейчас попробуем, как будет в этот раз. Бузы понравились. Видимо, все зависит от смены. В этот раз они были такие прям сочные. А в прошлый раз мне показались слишком сухими. Очень вкусно. По дороге от Читы в сторону Улан-Удэ есть такое вот живописное местечко. Можно остановиться, подняться, посмотреть на виды. Здесь такой вот стоит тракторок. Можно сказать, герой труда. С помощью них тут строили дороги когда-то. Можно повыше еще на гору подняться, оттуда посмотреть. Так вообще, конечно, вид шикарный. Геометку я скину в Телеграме вместе с этим видео. Такой видок, если еще забраться чуть повыше. Немного о запасе хода на Honda Stream RN 6, колеса 15 летние. Заправился
последний раз за 209 километров до Читы. Доехал до Мухошибири. Нормально. Средняя скорость 100-120. Но для тех, кто вдруг будет смотреть ближе к зиме или соберется ехать зимой и посмотрит на этот расход. Зимой я стрима перегонял как-то. Зимой ел он намного больше. То есть там расход он, по крайней мере, от Хабаровска до Иркутска расход ниже 12 километров на литр не опускался. Так, на всякий случай. Еще немного занудства, как говорится. Компьютер показывает средний расход 15 литров. Ой, 15 километров на литр. Если 100 разделить на 15, получаем расход 6,66. Я сейчас залил 57 литров, разделил их на 779,9 километров, умножил на 100, и получилось расход 7,3. Вот так вот. Какие-то несостыковки. Две машины абсолютно одинаковые. На этой есть ВСА, а на той нет. И я забрался на вершину, а он остался стоять вот там. Так что иногда помогает. Но, к сожалению, не всегда она встречается на стримах. Редко эта кнопка есть.
Красота-то какая, лепота. Доброе утро. Сегодня 4-й день. Находимся мы в деревне Сухая. Значит, вот в такой домик мы заехали. Здесь душевая кабина. Мы, кстати, были первые, кто ее использовал. По назначению только поставили. Вот такой вот домик. Мишанечка кухарит. Все убрал. С ним ехать вообще одно удовольствие. Кровать заправил, да? Кровать заправил зачем-то. Ее ведь все равно надо разбирать, что постельное то будут стирать, убирать. Здесь 2 кровати. Печь дровяная. Мы засыпали сегодня под звуки. Ну и здесь тоже 2 кровати, одна побольше. Стоит всего 1200 рублей с человека. Ну а как мы сюда попали, я расскажу чуть попозже. Сейчас до Байкала поедем. И там на бережку я вам поведаю эту историю комичную. Так, вот в этом домике мы были. А вот там Байкал. Ну, тут буквально метров 500 пройтись. Сейчас поедем туда. Тону-тону так в мыслях. Все о тебе, но так больше нельзя. Руки тянутся набрать твои цифры, но не буду. А куда не забуду, будешь мелькать не повсюду. Итак, друзья, что произошло? Где-то я у кого-то видел, что ездили в гостевой домик где-то в районе Байкала. И гостевой домик это сдает Сергей. Ну и мы вчера ехали. Я забил в навигаторе у Сергея. Ну и мне вылезло там предложение всего одно. У Сергея называется тоже. Я ему позвонил. Он сказал, что да, сдаю. У меня есть большой дом, есть маленький. Сколько у вас? Я говорю, нас 2. Вот маленький домик, 1200 человек. Хорошо. Но вы, говорит, знаете, что ко мне ехать 80 километров от федеральной трассы? Я об этом не знал. И в итоге мы посовещались и решили, что в принципе торопиться нам некуда. А здесь вроде как хорошее место, раз его многие хвалили. Ну и решили поехать. Ну и в итоге оказалось, что этот Сергей не тот, о котором мы думали. Но в принципе мы не пожалели абсолютно. Дом чистенький, там тепло, все в принципе есть, даже стиралка есть. Вот. Поэтому, конечно, если вы едете, просто перегоняете машину и у вас сама цель поездки просто перегнать побыстрее, там сэкономить денег или там кто-то зарабатывает, то, конечно, наверное, это не вариант, потому что 80 километров от трассы, из них получается где-то километров 40 хорошая дорога, километров 40 не очень. Где-то неровный асфальт, а где-то прям довольно много ям таких неприятных. Вот. Но если вы едете с девушкой, с семьей, и это отпуск, а не просто
переезд там на автомобиле из Владивостока там куда-нибудь в Новосибирск или в Москву, неважно. Вообще, конечно, здесь классно. Здесь такая обстановка более спокойная. Природа, наверное, меньше тронутая человеком, чем в остальных местах. Ну, в остальных я имею в виду то, что возле там, где вот Бабушкин, Байкальск, там уже все такое обжитое. Вот. А здесь просто стоит деревушка в 80 километрах. И самое главное, если вы, допустим, поехали в более теплое время, сегодня, если честно, довольно холодно. Вроде солнце греет, но ветер очень холодный. Здесь, в отличие от Слюдянки, Байкальска, здесь песчаный берег. Для отдыха очень хорошо. Ну и адрес и номер телефона я прикреплю к видео. Мало ли кто-то захочет тоже сюда съездить, погостить. Ну и вообще, в принципе, место такое, здесь можно и с палатками приехать. Сейчас еще маленько гуляем и поедем на, называется, сказочная тропа. Такой интересный лесок. Пойдем там прогуляемся и уже до дома. Наверное, снимать будет уже нечего. Нормальное было деревце. Отличное местечко с красивыми видами. Лес, опять же, интересный. Ну, а зимой отличное место для любителей горных лыж и сноуборда с видом на замерзший Байкал. Я пытаюсь Васю разбудить. Living my life in the fast lane. I wanna change by the flowers. Oh, flowers, the colors. So I get up, yeah, you know you got the vibe. And me at a level up and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, rough feet, move it for dirty looks and curl up, yeah. So rip it up, nigga, boy, try your luck. Make a way to sip it up, you know me have to measure up, yeah. I got it going on. I like it when I'm seen. I don't wanna be alone. She got me in the daze. You know she makes me sweat. Put it on and run it up and down the way. Нет,
блядь, не сплю, я сплю. Я сплю, за 3 часа поспал, 4 часа. День 5. Василий купил мороженку для собаки. А она ему говорит: сам собака, сам ешь стаканчик свой. Я ем только магнат, трюфель. Как я уже сказал, сегодня 5-й день. Получается, вчера мы доехали до Тулуна. За Тулуном остановились, поспали. Часов 6, наверное. Дорога хорошая. В марте я последний раз ездил. Уже довольно много где подделали. По Байкалу. После Иркутска тоже был участок, помню, очень длинный, не очень хороший. Сейчас везде ремонтируют, делают. Вообще дороги для меня, человека, который ездил в Владивосток еще в 2008 году, дороги вообще шикарные. Те отрезки, которые там есть, это семечки по сравнению с тем, что было раньше. Это в 2008 еще уже было более-менее, то есть там хоть и не было дороги асфальтированной от Биробиджана до Читы, но уже таких отрезков, где это основную перекрывали, и объезд был где-нибудь там по какой-то проселочной, по лесам, по каким-то, по полям. Сейчас проблем нет. И с заправками проблем нет. В общем-то. Тем более, что есть навигатор, можно все рассчитать спокойно, заранее. А раньше я помню, что приходилось иногда по 80-м бензином заправлять машины, потому что не было. 92-го даже, не говоря уже про 95-й. Ну и плюс, если в тайге какую-то заправку пропустил, то особенно ночью никто не останавливался. И зимой, вот у меня был случай, я ехал зимой один на ЦРВ. Ну и раньше, конечно, ориентировались по дорожным знакам. Там всегда были знаки, как и сейчас, в общем-то, что заправка там через столько-то километров. А у меня был один момент, что я ехал ночью один, давило там, наверное, минус 35, минус 40. Ну, в общем-то, зимой, как обычно, там погода такая. И был указатель, что до заправки столько-то километров. Я посмотрел, что мне как раз там туда примерно хватает, нужно там заправиться. И я еду и понимаю, что то количество километров, которое было указано, я его уже проехал, эти километры. А заправки так и не было. Я останавливаюсь, начинаю кумекать и вспоминаю, что проезжал деревню буквально там километров 5 назад. Я развернулся и поехал в эту деревню на всякий случай. Ну и в деревне была заправка. И в итоге, как оказалось, это было очень правильное решение, потому что заправка следующая была там через несколько сотен километров. То есть на указателе не было указано, что нужно
заезжать в деревню, был просто написан километраж и все. Ну и вообще раньше было такое часто, что ты едешь просто, у тебя вдруг на дороге возникает обрыв, то есть дорога кончается. То есть как вот насыпали вот эту дорогу, трассу, готовили к асфальтированию. И где-то, допустим, они ставили трубу, где ручей течет. И там просто метров 5-10 дороги нету. И знаков тоже не было. Я вот когда на ЦРВ ехал, раньше встречных машин практически не было. И ты едешь там, где тебе кажется, что меньше кочек ям. Вот. И я в тот момент ехал, получается, по правой полосе. Увидел, что дорога кончилась. Начал тормозить. А ехал я, как оказалось, на АТ-шной резине. Ну, она была с таким большим протектором. И я, в общем-то, и не знал, что бывает такая летняя резина. Я думал, что это зимняя. Ну, тогда я, честно говоря, про машину вообще не очень много чего знал. Вот я начинаю тормозить, она не тормозит. И я вижу, что объезд, то есть там нужно было с этой дороги влево вниз съехать, потом проехать вперед и снова вверх заехать. Я направил туда машину в сторону этого спуска и уже тогда начал тормозить дальше. То есть я вот там в конце уже внизу кое-как остановился. А человек передо мной ехал, он ехал по левой полосе. И он увидел, что дорога кончилась, что там дальше обрыв. И, получается, сразу на всей скорости туда вниз, влево свернул. Ну и, соответственно, из-за того, что он ехал очень быстро, ну, как очень быстро, километров 80-100, этого хватило зимой, чтобы он, когда вниз спустился, ему не хватило расстояния затормозить, и он просто улетел в сугроб и в дерево. Я остановился, попытался его вытащить, но у меня просто она буксовала, и все, хоть и 4 ВД. Потом дальше подъехал УАЗик, вот, я уже тогда уехал. В общем, все говорят, что надо ориентироваться на лучшее, а не на худшее. Но опять же есть не зря, наверное, поговорка, что все познается в сравнении. Вот в сравнении с тем, что было 15 лет назад, это легкая прогулочка. Ладно, на философию маленько потянул. Едем? Едем. Выехали на объездную города Кемерово. Тут уже до дома рукой подать, как говорится. 2 перегазовки осталось. Дом, милый дом. Итак, друзья, что у нас по итогу? Заказывали 2 автомобиля Honda Stream. Они оба покупались по низу рынка, в данной именно комплектации. Торговали мы их довольно долго, где-то, наверное, недели 4 ушло на то, чтобы купить 2 машины. Оба автомобиля это для моих родственников. Черный
это для Михаила, для моего брата, а серый это для моего дяди Алексея. Вот Михаил ехал со мной, а дяде мы, когда приехали, машину помыли, полировали и ему вручили. Всех все устроило, все довольны. Поездка получилась в этот раз более насыщенная, чем в прошлый раз. Ну, потому что, конечно, когда вдвоем, интересней куда-то там сходить, что-то посмотреть, где-то погулять и так далее. По финансовой части, что сколько вышло, не вижу смысла расписывать, потому что один едет в машине, ночует, другой ест, другой не ест, третий ест по 4 раза в день, ночует только в гостиницах, останавливается, спит по 12 часов и так далее. Все это влияет на расходы. То есть, ну, скажем так, если подытожить, там, автомобили, которые в основном перегоняют, там, Вилка, наверное, самые прям супер экономные могут доехать там за 60 тысяч, пригнать машину. Хотя я сейчас сомневаюсь. И там до 90-100 тысяч. Ну, поэтому смысла не вижу вообще про это что-то говорить. Это уже миллион раз сняли, миллион рассказали. Так что, если вам нужен новый автомобиль, идите в автосалон. Если вам нужна надежная, подержанная японская машина, то обращайтесь к нам. Доставим. Можно автовозом, можно перегнать. Там уже, как говорится, любой каприз. Ну и надеюсь, до новых скорых встреч. Всем пока. Вот сегодня поставили серого на учет. Приехал владелец Алексей Юрьевич. Что, Алексей Юрьевич, пару слов. Как вам автомобиль? Другой жест показал, да? Все нравится? Всем довольны? Будете еще обращаться к Василию? Все, отлично. Вот какие номера у него выпали, между прочим. Малость козырные. Ну все, счастливого пути. До свидания.